моей убийственной сфере духовные кольца бесполезны. Утончение – очень любопытная убийственная сфера, которая подавляет любые навыки колец и костей. Кажется, это максимально развитая сфера бога смерти, поэтому, возможно, у Тансана в будущем тоже появятся такие способности. В общей сложности у него будет 3 сферы, сейчас их 2, а какая будет третья, мы поговорим далее. Сфера или домен – это способность большой площади, сосредоточенная на использовании духовным мастером. Она обеспечивает эффект в зависимости от типа сферы, в основном увеличивая силу пользователя и уменьшая силу любых противников в пределах досягаемости. Сферы чрезвычайно редки среди духовных мастеров, даже среди титулованных. У всех 100-тысячелетних духовных зверей, кажется, есть врожденные сферы. Существуют врожденные и приобретенные сферы. У обычных духов получить сферу можно случайным образом только после 90-го ранга, либо пройдя божественные испытания, подобно адскому пути, после которого Тансан получил сферу бога смерти. Она стала врожденной сферой его молота чистого неба, выгравировав на молоте свой знак. Все врожденные сферы значительно усиливаются при получении 7-го кольца, истинная форма духа. У элитных духов типа духа Серафима или сине-серебряного императора почти всегда бывают врожденные сферы. Сфера ангела способна уменьшить максимум духовной силы и увеличивает потребление духовных сил у врагов и действует противоположно на союзников. Ангельская сфера обладает способностью сводить на нет отрицательные энергии, такие как смерть и убийственная аура. Наиболее эффективен при солнечном свете, в небе. Известные владельцы Цянь Рэньсюя, ее отец и ее дед Цянь Даолю. Сине-серебряная сфера передает силу растений, позволяет видеть все, что видят растения внутри сферы, увеличивает рост растений, позволяет использовать силу леса. Не очень сильна в бою, зато имеет большую ценность в поддержке и усилении. Наиболее эффективна в лесу, эволюционирует, увеличивая радиус и эффективность. Известные владельцы Тансан и его мать Аин. Сфера бога смерти – самая мощная сфера в мире. С ее развитым навыком ад Асуры замораживает или замедляет движение врагов, подавляет волю противников, имеет несколько стадий эволюции. При наивысших стадиях убийственная сфера запрещает использовать способности духовных колец и костей, как в городе убийц. Способности можно использовать только тем, кто защищен хотя бы начальной сферой бога смерти, наиболее эффективно на поле боя. Сфера обеспечивает внушительное давление, сформированное из жажды убийства, что может лишить противников возможности проявить свою полную силу, но сам пользователь может продемонстрировать 120% своей мощи. Известные владельцы Тансан, Танхао, Танчень и Хулена. Сфера смерти. Не путать со сферой бога смерти. Такая была у Бибидун. Это врожденный домен императора пауков смерти с чрезвычайно мощными эффектами. Все атрибуты пользователя будут усилены на 10%. Все атрибуты врага уменьшены на 20%, и он не может использовать какие-либо способности скрытности или телепортации в пределах своего диапазона. Ментальная сила пользователя увеличивалась на 20%, у врагов уменьшалась на столько же. Самая ужасающая способность сферы смерти – крайне токсичная среда. Она разрушает и отравляет сильнейшим ядом всех в сфере. Уменьшает способности маскировки, телепортации. Даже Домин и Эрмин проигрывали из-за этого домена и добавления собственных грозных атакующих способностей Бибидун. Сфера морского бога. Как мы уже говорили, каждое божественное наследие дает владельцу особую сферу. Унаследовав силу морского бога, Тансан может использовать его сферу. Среди навыков сферы – ультрамариновые волны, бескрайнее синее море. Сфера может вызвать фантом морского бога позади Тансана. Тансан может извлекать глубокие синие волны из самого чистого водного элемента в океане, чтобы создавать яростные волны, которые могут защитить даже от бомбардировки чистейшего солнечного пламени. Свет морского бога передает силу моря, морских животных и растений, увеличивает их рост, подавляет морских духов, очищает и уничтожает смерть и злую энергию, наиболее эффективен в море. Унаследовав положение бога Асуры, Тансан также получит сферу Асуры, однако это божественная версия его развитой сферы бога смерти. Она отличается от ада Асуры, поскольку его дополнительный навык называется Нисхождение Асуры. Эта способность имеет сильнейшие убийственные намерения, превращая его в наступительную силу, чтобы сделать собственные атаки более мощными. Насчет сферы Асуры пока известно немного, но получается, что в общей сложности у Сана будет 3 сферы, включая врожденную, сине-серебряного императора, сферу бога смерти, позднее превратившуюся в сферу Асуры, и сферу морского бога. Существует также множество других сфер, не таких могущественных, например, сфера иллюзий, сфера разрушения, которая рассеивает и отменяет эффекты всех сфер мастеров ниже уровня. Такая была у морского дракона. Есть еще сферы у духовных зверей,
например, сфера гравитации Эрмин, сфера замедления Дамин, сфера заморозки воды Сяобай и другие. Благодарю вас за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о сферах Тансана. Подписывайтесь на канал и всем пока.